Дмитрий Павлович, 4-ю неделю уже здесь сидите, видео пора снимать. Блин, эти, путешествия во времени. Выхожу, поднимаюсь. Пришлось немножко доктором поработать. А это кто? А, это так, с собой взял. Помер бы еще, починил. Ой, блин. Здравствуйте, господа. Меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на канал DP Labs. Пока меня не было, я немножко отсутствовал по делам. Парни решили немножко модифицировать машину-ванну. Об этом и будет текущий ролик. Надеюсь, вам понравится. А это так, небольшая работенка. Мы решили переделать нашу машину-ванну, так как это все-таки фаникар, так скажем. Он должен делать что-то из ряда вон выходящее. Все-таки 5 киловатт в номинале мощности недостаточно. Решили сюда поставить двигатель от Golden Motors на 10 киловатт в номинале. Точно такой же стоит вот на этом детском баге. Вот. Также, так как контроллер у нас до этого сгорел, сюда поставим контроллер Келли на 700 ампер. И двигатель у нас жидкостного охлаждения. Решили попробовать систему охлаждения на фазовом переходе с использованием так называемой сухой воды от компании 3M. Ну, посмотрим, что из этого получится. Решили мы модернизировать нашу машину-ванну. Ее вы могли видеть в первом видео на канале. А именно увеличить ее мощность в 2 раза. Stage 2, так сказать. До этого здесь стоял вот такой вот китайский двигатель. В номинале он 5 киловатт. Сейчас же мы сюда установили двигатель 10 киловатт в номинале. Он с жидкостным охлаждением. Пиковая мощность, у него ток заявлен пиковый, по-моему, 500 ампер у производителя. Но китайцы и пиковые токи — это отдельный разговор, потому что на контроллере тоже написано, что он 700 амперов, предохранитель стоит на 300. Ну, собственно, что мы здесь переделали? Редуктор остался старый, он здесь с запасом стоит. Нам пришлось протачивать вал мотора, мы это сделали, не разбирая двигатель. Также пересверливать крепежные отверстия. И поскольку здесь нам мешает тормозной суппорт, пришлось смещать весь двигатель вправо. И, соответственно, у нас теперь шестерня стоит, как это было по заводу на карте, между 2 подшипников. Что у нас по электрике? Аккумулятор у нас остался прежний, в титановом корпусе. Там стоят ячейки литий NMC, плоские, они 65 ампер-часов, пиковый ток в районе 300 ампер. И там 20S 1P сборка. Также здесь у нас установлен, естественно, контактор. Но там 2 спаренных контактора и диод от обратного импульса. Как показала практика, контактор — вещь обязательная, потому как бывают такие случаи, когда сгорает контроллер, но он сгорает не полностью, а еще берет на себя некий ток. Но этот ток недостаточен, чтобы сгорел предохранитель или отключилась БМС по короткому замыканию, но ток продолжает идти, и контроллер себе так неплохо продолжает гореть. И вот когда в такой системе нету контактора, что делать? Рубить провода, пытаться, по телефону подключиться к БМС-ке? Нет. Когда есть контактор, все очень удобно. То есть у нас замок зажигания управляет плюсом контактора, и мы в любой момент можем разомкнуть всю систему от аккумулятора. А вот касаемо БМС-ки, здесь очень интересная у нас схема применена. Минусом контактора управляет силовой выход БМС-ки. Но БМС-ка стоит здесь небольшая, вот такая вот, но на ней заявлено там 30 ампер. И также зарядка идет тоже через БМС-ку. Что нам это дает? Поскольку токи у нас здесь большие на такой мощности, то есть, пиковые там, может, 400 действительно ампер будет, то, во-первых, БМС-ки на такие токи стоят очень много. То есть вот у нас есть подобное, на которой написано 400 ампер, стоит там в районе 25 тысяч рублей. То есть это, во-первых, очень много. А во-вторых, если бы они еще свои характеристики вот эти держали, было бы вообще хорошо. Потому что, как показывает практика, те БМС-ки, на которых написано, например, 200 ампер, они сгорают на постоянном токе в 100 ампер. То есть не пиковом, а вот постоянный 100 ампер они не держат. То есть насколько брать БМС, непонятно. То есть если здесь у нас там токи номинальные могут быть там 300 ампер, то насколько нам надо брать? На 1000 ампер, на которой будет написано 1000 ампер БМС? Непонятно. То есть с ними вроде все хорошо, можно связаться.
показывают состояние батареи хорошо, но, к сожалению, характеристики свои они вообще не держат и стоят очень много. А что же нам дает такая схема? То есть BMS также у нас контролирует все параметры аккумулятора, мы с ней также можем связаться по Bluetooth, если будет переразряд, перезаряд какой-то ячейки, превышение температуры аккумулятора. В таком случае у нас всегда разомкнется контактор. Плюс заряд также у нас идет через BMS. Заряд она полностью контролирует. Единственное, что она не контролирует, это превышение потоку. Но потоку у нас есть ограничения в контроллере. То есть, если ток будет превышен, он выдаст ошибку и все. И также есть предохранитель. То есть, по идее, ну и есть у нас контактор, который мы управляем как бы с ключа зажигания. То есть, в теории ничего не может пойти не так. А удобно то, что это маленькая BMS, как бы она, это вот не такая вот штуковина, блин, тяжеленная, дорогущая, с огромными проводами. Это малая BMS, стоит не так дорого, все те же функции, температуры, контроль батареи и так далее. И она вот здесь хорошо умещается себе, через нее идет заряд и управляет контактором, как я уже сказал. Контроллер здесь стоит, по-моему, Kelly фирмы. 700 ампер заявлено пиковых. И, пожалуй, самая интересная часть всей этой нашей системы — это будет охлаждение. Оно здесь будет термосифонное с фазовым переходом. Звучит очень сложно, но сейчас расскажу, как это работает. Значит, двигатель, как я уже говорил, у нас с жидкостным охлаждением. Стоит радиатор, это какой-то масляный радиатор, вроде неплохой. Он у нас стоит, условно, выше уровня двигателя, под неким углом. В этой части у нас будет залит фреон с довольно низкой относительной температурой кипения, то есть где-то там 23 градуса, можно R11 взять. И, соответственно, просто соединен трубками. Двигатель у нас будет нагреваться, фреон будет закипать по этой трубке. Поскольку пар у нас плотностью ниже, будет подниматься в радиатор, в радиаторе конденсироваться и стекать по этой трубке опять в двигатель. Здесь у нас, естественно, есть глазок для того, чтобы в случае какой-то разгерметизации мы могли всегда посмотреть, что в системе есть фреон. И также клапан шреддера, чтобы можно было отвакуумить систему и заправить. Значит, какой вообще теоретические плюсы могут быть в такой системе? Во-первых, нам не нужно никакой помпы. Китайские помпы тоже не очень надежные. И в теории такая система может работать как некий термостат. То есть двигатель у нас не будет охлаждаться до тех пор, пока не достигнет температуры кипения нашего рабочего тела, то есть фреона. Если мы, например, возьмем фреон с температурой кипения 23 градуса, то двигатель начнет охлаждаться при двух условиях, что температура двигателя будет выше 23 градусов, и она будет выше окружающей среды. Тогда двигатель будет охлаждаться. Если бы же у нас была обычная жидкостная система без термостата, и, например, мы бы хотели поездить зимой в минус 20 градусов вдруг, то двигатель бы у нас, жидкость гонялась, постоянно был бы температурой минус 15, что для него, я думаю, не очень хорошо. В таком же варианте, опять же, в теории, он должен будет прогреваться сначала до температуры кипения фреона, прежде чем начнет охлаждаться. Как эта система будет работать, насколько эффективно, до конца неизвестно, но, собственно, будем пробовать. Также еще некий, возможно, плюс в этой системе, что всегда удельная теплота парообразования вещества, она значительно выше, чем теплоемкость. Таким образом, на фазовом переходе мы в теории можем делать значительно меньше сечения всех магистралей, будет меньший объем теплоносителя и будет больше теплопередача в теории. Будем пробовать. Мы уже ее практически собрали. Единственное, только не заправляли систему охлаждения. И можно попробовать, как она, собственно, едет. Довольно быстро. И еще разочек. Итак, на данный момент мы немного донастроили контроллер, потому что двигатель не развивал свои максимальные обороты, потому что контроллер неправильно считал
обороты двигателя. Также немного донастроили педаль газа. Она была очень резкая. Надо делать так, чтобы на первых 50% было где-то 20-30% мощности. Ну и теперь, собственно, финальный этап. Заправляем нашу систему охлаждения. Сначала ее вакуумим вакуумным насосом. Затем заправлять мы будем так называемой сухой водой на ВЭК 649. У нее температура кипения где-то 49 градусов. Ее плюс в том, что в отличие от R11 фреона она ничего не разъедает, ни резину, ни прокладки, а R11 все-таки разъедает. Также она там полностью инертна, диэлектриком является, но в общем-то используется для тушения пожаров электроники. Температура кипения у нее, конечно, повыше 49 градусов, но в принципе этого будет достаточно, потому что 23 градуса R11 смысла не имеет заправлять, потому как бывает у нас температура окружающей среды больше, например, летом там 32 градуса, и будет постоянное повышенное давление в системе даже во время простоя. Это как бы не есть плюс. А с 3М жидкостью давление у нас всегда будет близкое к атмосферному, только когда двигатель реально нагреется, тогда система охлаждения заработает. Но, в общем-то, как я уже сказал, отвакуумили, немного шланг прошел жидкостью, и после того, как полностью вакуумим, закрываем вакуум от насоса и открываем насос жидкости и смотрим по смотровому стеклу, до какого момента заправляем. Ну вот, мы заправили полностью нашу систему охлаждения по смотровое стекло. К сожалению, сейчас у нас ее испробовать не получится, потому как на улице у нас сильно минусовая температура, а двигатель очень массивный, он большой площадью прилегает к алюминиевому кронштейну, к редуктору, а кронштейн примыкает большой площадью к раме, и всю эту систему нам прогреть выше 50 градусов никак не получится зимой. А летом уже посмотрим. Но я думаю, здесь все настолько массивное, что его вообще очень тяжело будет прогреть. Но летом будем смотреть, как будет греться радиатор. А пока давайте испробуем, что у нас получится зимой. Но зацепа здесь зимой очень мало, мощность избыточная, поэтому тесты будут не особо объективными, а вот летом по асфальту это уже будет интересно. Ну что, господа, приступим к испытанию этого чудо-зверя. Мощи сильно добавилось, сейчас посмотрим, на что оно способно, но мне уже страшно. Прям вообще лютая хрень получилась. Надеюсь, я не убьюсь. Так, заднюю. Она немножко рисковата. Блин. Короче, по асфальту было бы супер, но сейчас скользко. Ну чё, подрифтим, потихоньку?
Что-то задымилось. А что у нас спереди стоит? Ой, бля. Что-то задымилось. Что-то коротнуло. Контроллер. Твою мать. Что-то пошло не так, господа. И страшно. Это, короче, этот преобразователь 96 в 12 вольт сгорел. Из-за этого питание всего сгорело. Или просто распред коробка навернулась у нас. Может, просто распред коробки. Ужас, блин. А я ж подиспугался. Наверное, просто от тряски что-то там закоротило. Вода. Чего? Вода, может. Да не, вода вряд ли. Ну, мне страшно было. Вот. Ну что, да доедем? Так ничего же не будет. Доедем, да? Вот там. Господа, подведем итоги. Нормально машинку мы на нормальном покрытии испытать не можем, но я чувствую, что ускорению не будет дико. Здесь она просто шлифует везде. Весной увидим, как она прет. То, что там задымилось, это фигня, это просто преобразователь в 12 вольт. Поменяем, все будет хорошо. В общем, мне понравилось, вроде ничего не развалилось, но мне кажется, при мощном дрифте может повырывать спицы. Но время покажет. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До скорых встреч. Я пойду посплю немножко. Аккуратнее. Тут это, блин, ай, твою мать. О, закрывай. Все, Димон, давай, до свидания. До скорых встреч. Старость не радостна. Ваня, откуда здесь снег? Откуда снег взялся? Мы же только начали, мы же еще ничего не делали. Он материализовался сам по себе. Да, магия монтажа, мать его. Обнимается сладкая парочка. Ой, я знаю, давай попробуем в кисть краски добавим. Потом ее обратно. Вот сюда, вот. Во! Густенько пошло. Костян, отживай. Костян, отживай, скажи, что Спасибо, сука, как нормально. теперь хорошо. О, инструмент. Прям понатекло себя, как со свиньи. Ладно. А что делать? 4 литра плюс еще. Что говоришь? Небольшой реквизит. Кетчупа сколько попортили, краску у дочки забрали. Ну, вроде ничего получилось. Красиво. Я сначала так потихонечку открываю, не могу понять, что это такое, блин. Это русалка, блядь, с лавиной. Твою мать!